Лизавета шла вдоль путей уже довольно долго. После тяжелой смены она устала так, что еле держалась на ногах. Передвигалась морозы, каждый день шел снег. Лизавета то и дело подсказывала, наступая на лед под рыхлыми пушистыми сугробы. Женщина шла и мечтала о том, как придет домой и сможет лечь спать. Она смотрела себе под ноги, чтобы не упасть, и не заметила, как Руслан убежал вперед и остановился перед какой-то бесформенной черной кучей на рельсах невдалеке на белом снегу. Между рельсами лежало тело человека прямо на ее пути. Ей стало страшно, но она все-таки подошла ближе, тем более, что с ней рядом был Руслан, и он уже обнюхивал незнакомца. Лизавета прислушивалась к лежащему на путях рядом с насыпью. Тянулся глубокий след, и по всему было видно, что мужчина приполз на рельсы прямо с кромки леса, тянувшегося вдоль всей железной дороги. Женщина с опаской перевернула человека, и он тихо застонал. Лизавета облегченно выдохнула. Лизавета видела перед собой лежащего мужчину, лет 40, похожего на бомжа или разбойника. Его лицо было в саде, одежда мокрая, пряная, вся разорванная, словно с чужого плеча пьяный. Лизавета сделала шаг в сторону и задумалась о том, что делать дальше. Вдруг она услышала еле-еле произнесенное слово «помогите». Руслан, догнавший ее на этом перегоне, стал вылизывать незнакомцу лицо. Лизавета привыкла доверять своему волку, звериной интуиции. Если волк знал, значит, человек хороший на число, не разбойник и бродяга. Значит, надо помочь во что бы то ни стало, а то сейчас столько развелось всякого сброда, которые норовят обмануть, ограбить или даже убить. Лизавета, хоть и крепкая женщина, иногда испытывала страх. Этот участок был самым сложным, вокруг лес, не души, только дикие звери и поезда. «Ну, Руслан, помогай», — скомандовала волку Лизавета. «Иди за отцом и мальчишками вдвоем. Нам его до дома не дотащить». Волк будто понял все, что хозяйка сказала, через несколько секунд уже скрылся в лесной чаще. Она стащила мужчину с рельс, не ровен час проследует очередной состав и стала дожидаться помощи. Незнакомец был без сознания и только иногда тихонько стонал. Он не был похож на бандита, сразу было видно, что он городской. Но что-то с одеждой и лицом Лизавета не могла понять. Что же такое с ним могло случиться? Кто он и откуда здесь взялся? Это были мысли Елизаветы, путались. Вскоре из леса появился отец с ребятами, которых прил. «Руслан, что случилось? Вокруг не свой. Прибежал, я так понял, беда какая-то». Переспросил Лизавету. Отец испугался, думал, с тобой что-то приключилось. Вот нашла на рельсах, сам понимаешь, до дома ближе, чем до больницы. Сами выходим, надо только до избы донести. А мне одно и никак, пожаловалась отцу. Женщина, Алексей, очнулся, как ото сна. Вокруг незнакомые стены и потолок низкий из серых досок. Я, как будто в гробу лежу, промелькнула первая мысль. Может, я и правда умер. Он никак не мог вспомнить, что с ним случилось. И уж тем более, как он сюда попал. Вдруг над ним склонилось простое женское лицо. Где-то он его уже видел. Очнулся. Ну, надо, слава богу. Вот выпей отвара целебного, и женщина, приподняв его голову руками, влила в рот какую-то горькую жидкость. Что со мной? Где я? Я не знаю. Волк нашел тебя на рельсах, грязного и ободранного. Головой о рельс ударился. Вот и не помнишь ничего, сказала Лизавета. Хорошо, что снега много намело. Удачно упал, не сломал ничего, только синяками отделался. Только станции здесь никакой нет. Тут очень длинный перегон между станциями или сплошной на десятки километров. Старик в купе ехал со мной, продолжал вспоминать Алексей. На профессора похож. Теперь я понимаю, что, скорее всего, борода и очки фальшивые, и подельники у него тоже должны быть, иначе со мной он один бы не справился. Так что, можно сказать, я еще легко отделался. Деньги я с собой вез, в дипломате после смерти матери дом продал. Хотел машину купить, теперь ни денег, ни машины. Ты понимаешь, что 2 раза в рубашке родился. Первый раз, когда остался жив после падения с поезда, второй раз, когда не замерз в лесу в мороз почти раздетым. Ты еще в бессознательном состоянии на рельсы заполз. Иначе мы бы с Русланом точно мимо прошли, рассказывала Лизавета. Жила Лизавета с отцом и 3 детьми в большом рубленном доме прямо посреди леса. Алексею становилось все лучше с каждым днем. В следующие дни он погрузился в быт их семьи. Ему иногда даже казалось, что он провел с ними всю свою жизнь. Он, конечно, рвался домой к семье,
но его спасительница строго-настрого приказала лечиться. «У тебя 3 детишек, обязан вернуться к ним здоровым», — сказала она. «Человек знает, что ты выехала обратно домой?» — спросил Алексей. «Нет, она ждет, когда я дело все закончу с наследством и продажей дома». «Ну вот, подождет еще пару недель». Прощаясь с семьей Елизаветы, Алексей поклонился в ноги своим спасителям. «Бог тебе навстречу», — крестила его Елизавета и долго махала ему вслед рукой вместе с отцом и сыновьями. А через месяц на пороге их дома появилась вся семья Алексея с гостинцами и подарками. Самый большой подарок был для Руслана — огромная головка пахучего сыра. История. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.